Кажется мелочь, но кардинально меняет ситуацию. 18-е катки напоминают о себе. Создается вот впечатление уже какой-то Audi. В салоне, ребят, нас встречает рестайловый B6. Кто как ухаживает. У нас самый надежный 1.4 TSI и серии Я-111. Наездив на своей машине 40-45 тысяч километров, я поменял только 2 сайлентблока. Разные документы, что заменены на Gen 3 модификацию. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня мой любимый концерн ВАГ и представляет его Passat B7. Passat B7 очень хороший автомобиль D-класса для повседневного, даже для семейного человека, для парня, который уже что-то достиг в этой жизни. То есть очень многим она подходит. Она не пенсионерская, на мой взгляд. Но это рестайлинг B6 Passat. Это не рестайлинг B6, да, это якобы новая машина, но кузов-то один и тот же, как B3 и B4, то же самое и здесь. B6 рестайлинговый. Изменили, как правило, и необходимо всегда при рестайлинге оптика, бампер, капот, задняя оптика, крышка багажника, задний бампер. Машина, как по мне, раньше мне B7 не так нравились. Ввиду, опять же, комплектации, потому что так B7 вроде даже уступает B6, B6 покрасивее, но когда именно уже такая комплектация, у нас не самая дешевая комплектация, ребят, присутствие хрома на кромках дверей, вот спереди на бампере, B6, что с хромом, что с антихромом, без хрома в бич-комплектации, смотрится симпатично все равно. На B7, я считаю, на мой взгляд, хром это решающий фактор. С хромом B7 смотрится более по-деловому, более авторитетно. Без хрома это уже какой-то C-класс или B. Кажется мелочь, но кардинально меняет ситуацию. Если универсал это спорный вопрос, то в седане B7 гораздо лучше выглядит, потому что B6 сзади надут. И дизайн самой крышки багажника, она как будто вытянута сюда вверх, вот так, под углом. Здесь более так изящно, аккуратно это все сделано, и создается вот впечатление уже какой-то Audi A6 даже, потому что, ну, все это более элегантно, красиво выглядит. Ну а сбоку их отличить еще сложнее, потому что те же ручки, те же формы дверей. Единственное, ребят, то что, да, в теории двери B7 можно поставить на B6. На мой взгляд, только будет проблема с накладкой на порог и с нижним молдингом двери. Может будет цеплять, если на B6, хотя они под большим углом расположены, не будет хорошо гармонично это выглядеть, хотя пластмасски тоже можно поменять. Но уже внешний вид плясать не будет. Почему? Потому что молдинг вот у B7 идет снизу, B6 простая пластмасска, а молдинг хромированный и идет именно здесь, вот, на изгибе этом, вот здесь он и идет. И также на бампере у B6 вот здесь идет хромированная полоса. То есть уже будет инородно выглядеть, сразу бросаться в глаза. Только если делать антихромию, затягивать черный, чтобы ее не было видно. И в целом это все будет хорошо выглядеть, потому что это плюс в том плане, что старую машину можно укомплектовать элементами от более нового автомобиля. А сейчас не так много хороших элементов, кузовных особенно. И нужно искать оптимальные цены, потому что B6 двери вы можете тоже всю шпакуленную крашу найти. Здесь все равно преимущество можно поставить от B7. Все равно, что не говори, машина помоложе 2011-2014 годов в сравнении с B6, который старше уже почти на 10 лет. С 2005 по 2010 все равно можно поставить двери посвежее, вот эти элементы. Конечно же, с крышкой багажника и капота так не получится, потому что придется вам другую морду делать, а с крышкой багажника вообще не получится, потому что кузов другой. Проще машину менять, чем такие манипуляции делать. Но с дверями может прокатить. И это, опять же, хорошая экономия, потому что по состоянию все равно B7 будет получше. Хотя насчет кузова, да, кузов слабое место, но кто как ухаживает, потому что я тоже вижу B6 в достойном состоянии. Есть вообще чистые, так как мой. Ну, есть там пару жуков, но, конечно, кто забивает и у кого нет денег, чтобы обслуживать машину, там уже, да, сквозные дыры, но есть очень достойные экземпляры. Все зависит от их владельца. Но перекрас в среднем будет стоить $1500. 1200, может 1600, 1700, тоже в зависимости какой автомобиль. Но в целом такса такая, $1500 вам нужно иметь для перекраски автомобиля. По дискам 18 диски добавляют, конечно,
хорошего внешнего вида. Также машина чуть выше на них, клиренс увеличивается, и покрасивее это все, конечно, дело выглядит, но обратная сторона хуже, динамика разгона и увеличится тормозной путь, я всегда об этом говорю. Плюс еще ступичные подшипники раньше у вас лягут, но красиво, красиво. И я не заметил, когда на ней ехал, что машина была жесткая, именно. Жесткости такой не наблюдается, достаточно мягко все равно. Да, кто-то будет хвалить другие машины, что помягче будет, чем Passat. То Passat дубовые, но те мягкие автомобили, которые многие хвалят в комментах, я не буду здесь их называть, они на скорости уже на трассе не так устойчиво себя ведут, как, допустим, Passat Audi A4. Так что это тоже неоднозначная тема разговора, и здесь можно спорить до посинения, потому что, да, одно дело, вот как автомобиль ездит по городу с скоростью 60, максимум 80 где-то разрешено, а другое дело уже поведение на трассе, и на трассе на скорости тоже хочется чувствовать себя уверенно. Ну, а по езде на 18-х катках я вот еду со своей, сравниваю, так что я сейчас не буду немного подтормаживать. Не обращайте внимания, это для эксперимента, потому что я вот сам первый раз за рулем сижу. Я сейчас вот снимал видео, купил А4, ну вы смотрели, я тоже вот на свой B6 сел, и сейчас вот на этот B7 электроусилитель после гидрача. Вообще, блин, кажется, там и пальцем засильно крутить этот руль, вообще легкий. Я тоже, по-моему, свой B6 сел, вот, неделю покатался, сел в B6 чуть-чуть, руль влево, как мне кажется, чуть-чуть. Машина сразу траекторию меняет. 18-е катки напоминают о себе, безусловно. Машине тяжелее разгоняться, но, конечно, вид классный, без вопросов. B6 по езде, не знаю, что здесь дополнять, что здесь говорить. По шумке. По звуку работы очень похож на 2-литровый дизель мой. Только чуть-чуть тише работает, что бензин. А так, турбина впрыск уже, блин, непосредственно. То есть уже они все, эти автомобили тех годов, уже 7-8, когда вот эти пошли, даже раньше, уже примерно звук одинаковый работы двигателя. Потому что уже принцип работы одинаковый пошел. Но идет хорошо. Тормоза отличные. По торпеде все знакомо глазу, как я уже сказал, есть некоторые отличия, а так все одинаково. Но это хорошо, это неплохо. Радует то, что машина сама по себе свежая, прекрасно садишься. Во-первых, плюс-то велюрка, опять же. И то, что нигде ничего не поцарапано, все свежо и хорошо. Никто машину не пылесосил, не готовил к видео. Но вот само впечатление, что продаются машины, смотришь, уже все поцарапано, как будто собаки когтями все эти царапины оставили. Ну, вообще отвратительно выглядит. Здесь так все свежо и хорошо. Но, конечно, 18-е катки это очень красиво и хорошо, но ступичные подшипники, ребят, вы ушатаете гораздо быстрее. Как мой B6. Сравнить динамику здесь особо не получится, потому что по ощущениям я имею в виду, что здесь 18-е катки и тут ложное впечатление будет создаваться. Так она едет неплохо. По именно показателям разгон достан одинаковый, что 1.4 TSI, что 2-литрового дизеля 140-сильного, такой как у меня. По шумке все на уровне, все одинаково. Здесь я уже больше акцентирую внимание именно на самой машине, потому что вот я хочу здесь пофилософствовать об этом, потому что новое я ничего не донесу в широком смысле именно по этой машине. Все хорошо, потому что тормоза новые, все заменено, нет никаких проблем. И здесь вот уже у многих они все гниют, они все плохие, сякие. Ребят, хочу сказать так, то что все зависит от состояния и от конкретного владельца. Сейчас куда? Потому что обслуживание решает все. Я тоже знаю пару B6, в которых там пару жуков сидит, а у некоторых тоже все чисто, ничего нету. Если там машина в соли всю зиму едет, да, они слабые по кузову. За кузовом нужно следить и ухаживать. По техническому состоянию подвеска здесь не крошится. Техническая часть, то есть двигатель, коробка тоже надежна. ДСГ-бояться не нужно. Я не вижу здесь таких особо проблем. Самый главный пункт — это, конечно же, цена автомобиля. Продавалось у нас 111 автомобилей. Из них самый дешевый — это 1.4 на метание, $7000. 2011 года универсал.
такой темно-синий. Потом 9 тысяч долларов 1.4 и уже 9100, 9200 уже поехали наверх. Самый дорогой 2014 год, универсал, хорошая комплектация, 2.0 дизель на 6-ступенчатой механике. 2014 года машина 16500. Я не сказал бы, что цены уже так сильно кусаются на эти машины. То есть машину 2012-2013 года не сильно ушатан, даже 2014 года можно найти, но все же 12-13 встречается почаще. Можно найти 9-10-летний автомобиль за 11-12 тысяч долларов, даже за десятку можно найти. То есть это неплохо, на мой взгляд, потому что уже технические машины надежные, доработанные. B6 был экспериментальный такой, получается, обкатывали все новое на нем. И здесь уже все достаточно надежно, ребят. По багажнику, ну что говорить, я не дотянусь до конца багажника. Багажник огромный. Для D-класса это огромный. Складывание сидений, вот есть рычаги, я складывать не буду. Боковые ниши, снизу полноразмерное колесо, запасное, домкрат, все, что нужно, баллонник. Ну, аварийка, как обычно здесь. То есть в B6 минимум отличий. Ну, а что ждет нас в салоне? В салоне, ребят, нас встречает рестайловый B6 2009-2010 годов. Вот, уже другой руль, уже покрасивее, конечно, да, здесь комплектация не бичевая, поэтому здесь управление пунктами бортового меню, поднять, положить трубку, переключение трека, все менюхи, в общем, здесь. В сравнении с B6, единственная кнопка ручника уже сюда переехала, здесь регулировка яркостью приборки и регулировки фар, подъема фар. Здесь было справа здесь уже заглушка, пустое место уже расположено это слева, а кнопка ручника слева переехала уже сюда, в классическое место. Ну, неплохо. Отключение ESP было здесь, сейчас, где кнопка ручника уже чуть ниже переехала, есть автохолд. Сам интерьер, климат-контроля, все эти кнопочки, это все из рестайлового B6. Эта тема не родная, установлена в Бельгии, но приятно, ребят, конечно же, приятно. Можно в соцсетях, в ютубе посидеть, позалипать с блютуса. Прекрасная вещь. Очень удобно. Подлокотник, два подстаканника, все по классике, все как в B6, здесь ничего нового. Сиденье мне очень нравится, я не люблю кожаные салоны, поэтому велюрка мне очень заходит. Регулировка тоже вся электронная, как и у меня. Аварийка уже здесь, потому что здесь механические часы, как в Фаэтоне. Раньше часы были электронные, здесь где тахометр, сейчас здесь температура, индикатор температуры охлаждающей жидкости. Раньше это было по центру, но теперь уже увеличили экран пункта бортового меню за счет этого. Мягко, комфортно, все, что я говорил на B6. Мне нравится, это на вкус и цвет, ребят. И в целом хочу сказать по машине, назад я садиться не буду, потому что место все то же самое, что в B6. Абсолютно то же самое. Хочу сказать то, что машина не теряется все равно. Вот черный цвет все равно стиля и статуса добавляет, безусловно. И сейчас автомобиль стоял, автомобиль 2011 года, среди новых корейцев. Вот Chevrolet Malibu, который я снимал, тоже стоял на мойке. Вот много более современных автомобилей уже 17-18 годов. Это машина 11 года, стоим на мойке, и машина не теряется среди них. Выглядит на уровне, а то и выше. И это немаловажный факт все равно, потому что ты приезжаешь на свежей, более новой машине, но по ней видно, что она может не такая статусная. Многие все равно за это цепляют. Все равно нельзя тогда, но встречают по машине. Все равно судят по машине. И машина все равно не теряется. И это очень хороший вариант для покупки автомобиля на повседневку, потому что приемлемые цены, годы выпуска не такие старые, внешний вид хороший, и опять же все зависит от состояния. Нельзя судить ни о какой другой машине, не только о Ваге, даже и о Malibu, там Chevrolet, Opel, GM концерне, там, о BMW, о любой машине, о корейцах нельзя судить, потому что все решает состояние. Машина может быть ушатана и гробом, может быть в идеале. И самый главный пункт — это цена, потому что, как я сейчас искал свою машину, состояние по кузову, опять же, как я говорил, у всех примерно одинаково, комплектация тоже более-менее, а цены уже разные. И вот на основе цены ты и делаешь вывод о машине, она хорошая или плохая, потому что владелец не торгуется, и теперь она становится для тебя плохой. Но в целом, может быть, это и не так. Пепельница используется как визитница, я тоже не курю, и вы не курите. Также есть прикуриватель
Но здесь установлена уже заглушка. По-моему, 6-7 года они уже прикуриватели не устанавливали. Разъем остался также. У меня в B6 то же самое. И здесь заглушка для красоты. А сам прикуриватель в А4 вот моей 5-го года есть. По-моему, 6-7 года уже прикуриватели перестали устанавливать, потому что уже пошла у них борьба с курением. Хочешь курить, купи, установи. Разъем есть, а прикуриватели уже завода не устанавливали. Поправьте, если я что-то не так сказал. По ходовой ничего не изменилось. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Многие боятся, что балка дешевле, надежнее, проще. Да, в финансовом плане, потому что перетряхнуть многорычажку будет подороже. Но хочу сказать от себя, ребят, при покупке состояние ходовой проверяйте, на это можно сторговаться. Сама ходовая, заявляю, выносливая, крепкая, достаточно мягкая. Наездив на своей машине 40-45 тысяч километров, я поменял только 2 сайлентблока в этих нижних рычагах, в которых устанавливаются пружины. 2 сайлентблока и стойку стабилизатора. Все. За 40-45 тысяч. Неизвестно, это не новая ходовая была, это при покупке. Неизвестно, сколько она до этого еще наездила, потому что подтверждающих документов не было. Неизвестно, но тем не менее резину не жрет, хорошо все с ходовой, машина ездит, радует, то есть я не вижу здесь проблем. А по управляемости, ребята, я уже сколько раз в своих видео говорил, это гораздо лучше, потому что на балке, вот, когда вот именно на кольцо заезжаете, на скорости так 50-60, вот когда заходите в кольцо, сзади балка сразу чувствуется, машину заднюю ось сразу тянет в сторону. А многорычажка ложится на колесо, и вы идеально траекторию повторяете, это очень хорошо и классно. Просто приятно ездить на машине. А по затратам не такая она уже затратная. И, конечно, если вы возьмете ушатанную, но опять же, это все цена, которую можно сторговать. И само это поменять, сразу все и забыть. И ездить дальше. B7 Passat это уже надежный автомобиль, потому что здесь устанавливалось то, что на рестовом B6. Все перекочевало и сюда. Здесь были 1.4 TSI, как у нас. 1.8 TSI, очень редко, но 2.0 устанавливались. По дизелям 1.6 и 2.0 Common Rail'овские серии E189. Сразу скажу по дизелям. У меня 2-литровый дизель на B6 E189 с индексом CBAP. Обзор, обслуживание, поломки, все есть там, плейлист я оставлю. Я покупал ее в 2017 году, в 2019 снял обзор, тогда-то было актуально. И нужно было искать именно надежность. И Common Rail'овские, эти CBAP-овские на B6, которые пошли в конце 2008 года, в основном 9-10 уже к концу производства. Самое надежное, вот они здесь и устанавливались тоже. 1.6 и 2.0 Common Rail'овские серии E159. Их уже бояться не нужно, потому что уже не 15-16 год и не менее, а даже там не 12-13. Уже с этим все прохавано. Форсы так дорого не стоят, как все боятся. Я смотрел, форсунки стоят по 250, по 300 рублей. Есть даже конторы, которые этим занимаются. Там уже форсунка, да, будет стоить подороже. Но они дают гарантию на установку, все это делают, восстанавливают. То есть нет никаких проблем вообще. Да, около $500 вам придется положить. Но нужно диагностировать при покупке. То есть в любом дизеле современном вы можете попасть на форсунки в теории. Это, от этого никто не застрахован. Сцепление изнашивается и в бензиновых двигателях. Турбины тоже изнашиваются и в бензинах. Нет никакой разницы. Так что решать вам, ребят. По 1.8 CBAD 152 лошадиные силы, 1.8 TSI, Gen 2 модификация я снимал на Супербе. Там двигатель откапиталили. Все поменяли, DSG также занимался владелец сам. И в целом, если 20-30% той стоимости прибавить, то вы получите сейчас актуальные цены на ремонт и восстановление. Да, масложоры присутствуют, и с пробегом он возрастает. Но многие меняют поршни на Gen 3, как на Супербе было сделано. В целом, фазорегулятор на впускном валу начинает люфтить, нужно менять цепь, натяжитель, помпу вместе в сборе, все это. Но и с масложором нужно бороться. Но многие уже и пишут в объявлении о продаже, что уже поршни заменены. И заменив поршни, заменив ГРМ, все, надежный двигатель, который будет долго ходить. Да, но нужно приложить руку к этому путем вложений. Но многие уже продают автомобили с смененной поршневой и замененным ГРМом. То есть даже тратиться не нужно, нужно это все проверить. Подтверждающие документы, нужно ответственно просто подойти к покупке. Ну а в целом капиталка вам обойдется где-то в районе $1,5, а то и более $1000. Да, не дешево, согласен.
По 2-литровому бензиновому мотору в конце 2011 года, кстати, была произведена замена поршней, уже меньше масложор стал, но все же он был. И 1.8 2-литровый, там другие поршни, другие кольца. И на 2-литровом так не прогрессирует масложор. Я рассказывал это на А6 Т7. В целом, все зависит от состояния, от цепи, растянутая или нет, придется вам лезть туда или нет еще. Масложор, ну и в целом обслуживание состояния двигателя. Даже вот те же самые опоры вам может придется и менять. У нас самый надежный 1.4 TSI из серии Я-111. 1.4 Саха. Самый надежный двигатель из этой серии. 122 лошадиные силы при 5000 оборотов. 200 крутящего с 1500 до 4. Ровно полка момента, ну благодаря турбинке, конечно. Степень сжатия 10. Чугунный рядный блок 4-цилиндровый. 16-клапанная алюминиевая ГБЦ, разумеется. 76,5 на 75,6 поршень. ГРМ цепной, есть фазорегулятор на впускном валу, поэтому цепь и фазорегулятор вам придется поменять. Фазорегулятор начинает уже тоже люфтить со временем. В теории заявлено, что цепь ходит 100-150 и она растягивается в этом диапазоне. Есть знакомый B6 Passat в универсале 1.4 на Сахе, такой же. Заменили на 180 тысячах пробега цепь. И то она была не такая растянутая, она, как говорится в народе, могла еще и походить. То есть не было необходимости. Но владелец для своего спокойного сна ее поменял. 98-й льет, 95-й хороший 5-й, либо 98-й, чаще 8-й. Да, поменял свечи в свое время и едет и не парится. То есть сказать, что они ненадежные, нельзя, потому что, да, есть склонность к детонации. Но детонация, если вы, конечно, будете лить второй паленый, 5-й неизвестно какого производства, да, поршни разрушаются от детонации, от плохого бензина. Поэтому хозяин-барин. Масложоров здесь жестких не наблюдается. Все с машиной хорошо. Единственное, вот ГРМ нужно поменять. Про топливный насос не забывайте. Я рассказывал на Audi A8 D4. То, что бензин попадает в масло. Поэтому необходимо не забивать на эту тему. Хороший двигатель, растягивается цепь ГРМ, но это уже все индивидуально, на каком пробеге. И скорее всего ее уже поменяли, потому что пробеги уже здесь не до 100 тысяч километров. Нагар, как у любого двигателя, может развиваться от плохого бензина, да, разрушается поршень, нужно хороший бензин лить. Не забывайте про топливный насос. Течь антифриза, стандартные болячки бензинового мотора. Нет чего-то своего, что он разваливается там. 6-ступенчатая механика, так что смотрите, в каком состоянии сцепление, чтобы не пришлось вам его менять, либо уже рассчитывайте, торгуйтесь на это. ДСГ бояться уже не нужно, я на Супербе подробнее это все рассказал. Есть уже конторы, которые занимаются ремонтом именно ДСГ, и уже с ними все прохавано, уже все знают. Плюс еще то, что она хорошо диагностируется, уже износ сцепления, все можно посмотреть. Я снимал Октавию, там был пробег уже 185 тысяч километров на 3-летнем автомобиле, но там были еще родные сцепления. На Супербе дизельном 2-литровом дизеле 2014 года пробег был почти 400-405 тысяч километров, тоже были родные сцепления, но там уже мокрая 6-ступенчатая DSG, DQ250. Тем не менее, DSG ремонтируется, и все же, да, от возраста, от большого пробега будут уже возрастные косяки, так что лучше уже брать механику, но в целом DSG уже 2022-2023 уже бояться не нужно. Как отличить EA3 восьмерки Gen 2 от Gen 3 модификации, я рассказывал на Audi A6 T7. Если подводить итог к вышесказанному, как говорится, то не так страшны вот эти все двигатели. Ну, конечно, все зависит от того, где вы, в каком регионе живете, там, от цен, конечно, на запчасти, потому что нам лично, наверное, проще 1.8 откапиталить здесь на такой автомобиль, чем на японца что-то искать. Просто тупо больше запчастей, больше людей, которые в этом уже разбираются, этим занимаются, и цены достаточно приемлемые. Нам здесь проще сделать, чем кого-либо японца. Японцев у нас меньше, и запчастей на них меньше. Конечно, есть японцы, но нам проще любой твак отреставрировать полностью. Вот 1.8 откапиталить для многих, конечно же, не проблема. Но при покупке, смотрите, потому что уже я сколько раз в своих видосах упоминал, вот Audi A5,
от Шкоды, Volkswagen, неважно, вот, ну, весь ВАГ 1.8, многие уже продают автомобиль и фотографии уже выкладывают к объявлению, где уже новые поршни показаны документы, что заменены на Gen 3 модификацию. То есть никакой проблемы. 1.4 Саха уже давным-давно доказано и рассказано всеми, что самый надежный двигатель серии 111. И, опять же, он меньше славится масложором, потому что 1.4 Саха, 111 серия, якобы уже так страшно. 211 уже понадежнее, который был вот на Октавии. Да, согласен, якобы все равно есть такая штука, как репутация. Но, ребят, 211 серия славится большим масложором, чем этот мотор. Поэтому этот самый надежный, самый оптимальный. Да, там 125-150 лошадиных сил, но в плане эксплуатации этот уже понадежнее. Если брать во внимание большой пробег, то этот двигатель надежнее. На вторичке он в теории больше будет цениться, хотя 211 тоже отличный мотор, ничего не говорю. Замечательный двигатель, поэтому, как обычно, все решает состояние. И опять же, от дисков меняется впечатление о машине, потому что вот поставив 18-е катки, уже она кажется каким-то Мерседесом, уже такая более медленная, аккуратная, такая не резкая, уже такие мерседесовские нотки больше на нее нападают. Ну, а на этом все. Я считаю, машина достойна уважения, достойна внимания. По цене это очень хорошо, потому что за 10, 12, 13 тысяч долларов найти даже вот 8-9, пускай даже 10-летний автомобиль с теперешними ценами, когда он 15-летний 8-9 стоит, можно найти. Главное, конечно, состояние. Крашеных автомобилей бояться не нужно, потому что покрашенный автомобиль это не опасно. Опасно битый, зашпаклеванный. Это два разных понятия, ребят. И за такие деньги очень хороший вариант, как я сказал, она вот не теряется на фоне более современных автомобилей, что очень важно. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в телегу, там мы обсуждаем разные темы, надеюсь, вам понравится. Счастливо!